Народ, всем привет! С вами Маргун Ювелир и, конечно же, проект, которого вы давно-давно ждали, Ювелир с нуля. Назовем это так, проект Ювелир с нуля 2.0. Это первая серия в этом году. О чем же этот проект? Этот проект о том, что я еще в прошлом году, можете посмотреть первую серию, взял 5000 рублей. Часть денег потратил, купил оборудование, часть денег я потратил, приобрел металл и, изготавливая изделия, продавая, беря новые заказы, покупая новое оборудование, иду к своей цели. 1 миллион рублей и хорошо оборудованная ювелирная мастерская. И, конечно же, у меня есть дедлайн. Это 31 декабря этого года. И прежде чем двигаться дальше, надо понять, что мы сейчас имеем. Я не буду вам пересказывать все серии, что я делал и так далее, а вы можете сами спокойно взять и пересмотреть. Я хочу сказать о том, что сейчас мы имеем. Итак, погнали. Я приобрел вальцы. Это мои кормилицы. Вообще, как бы без них, вообще не важно, чем вы будете в ювелирке заниматься, ничего невозможно сделать. На них мы будем катать проволоку, протягивать цепи. Вот можно, небольшое есть такое вот, скажем так, отверстие. Можно протягивать даже квадратные цепи, якорные. Итак, мой кирпич, на котором я паяю, я до сих пор паяю на кирпиче. Есть плюсы, есть минусы. Минус огромный, что он тепло очень много забирает, долго нужно прогревать. Есть также пинцет, которым я еще в первых сериях купил. Это газовый баллон, он уже почти закончился. Газовая горелка, которая до сих пор живая, несмотря на то, что сколько я проектов сделал. Вот, это молоток я купил в Леруа, там можете посмотреть, там цены в серии, ну, бура еще немножко осталось, паста Гои для полировки, круглогубцы, кусачки, лобзик, еще вот эти штуки для разводки. Это надфиля я покупал, они лысые, сточенные, больше как использовал как эти самые ригеля. Это напильник приобрел когда-то. Бормашинка вот такая вот, Стронг, самая обычная. То есть вы видите, не самый обычный инструмент, который также можете и вы приобрести. Здесь нет ничего такого сверхъестественного. Теперь посмотрим тот инструмент, который подарили вы, мои дорогие подписчики. Спасибо вам огромное. Смотрите, вот эта наковальня пришла из города Севастополь, от кузнецов этого замечательного города. Спасибо огромное, пользуюсь, офигенная. Даже если честно, мне просто жалко ей пользоваться, она такая красивая. Когда я открою свою мастерскую, это будет украшение моей мастерской. Вот такой вот шлифовальный полировальный станок мне подарили. Спасибо огромное. Также, дорогой мой друг, я тебе не называю имена, потому что мы без рекламы и так далее. И самое главное, большую благодарность хотел выразить человеку, который сделал вот эту горелку. Она полностью сделана вручную. Я уже ее попробовал, так мне прям не терпелось. Я еще должен был в прошлом году ее показать, рассказать про нее. Но вот все никак не сложилось. Итак, смотрите. Горелка сделана вручную, полностью спаяна из трубок. Я не знаю, чем паяли, но скорее всего, что похоже, вот это медь паяли латунью. Ну, это, если я не ошибаюсь. Ну, если что, вы там, кто делал эту горелку, я уверен, что смотрит мой проект и не сильно на меня обиделся. Напишите, чем это паялось, мне просто интересно. И прислали вот такой вот припой. 8-12 грамм легкий припой и 7,98 грамм средний припой. Я обязательно в следующих сериях попробую его и расскажу вам. Мое ощущение, понравилось, не понравилось. Ну, видать, наверное, для этого, для теста мне прислали. А так, сейчас дальше смотрим, что у нас еще есть. Накопили с предыдущих серий Ювелир с нуля. В последней серии Ювелир с нуля у нас было следующий расклад. Денег у нас было 31 695 рублей. Металла, серебра оставалось 230 грамм, 72 миллиграмма. Также у меня оставался московский бит 117,25 и перчатка 9,93. Я сделал спецпредложение, такую маленькую распродажу, хотел все обнулиться, перевести все в деньги. И там, посмотрите, в последней серии человек приехал и буквально там перед Новым годом купил подарок себе, другу, в общем, неважно, купил. И того у нас сейчас в кассе 50 195 рублей и 230,72 грамма серебра. Но это еще не все. Я совершил ряд покупок. Сейчас я вам их покажу. Перед Новым годом я приобрел вот этот вот набор. Вот такая вот штука. Анка. Набор вот таких пуансонов. И вот такая вот фильерная доска маленькая. От 0,2 до 2,3.
миллиметра я приобрел вот это все, весь набор за 7000 рублей. Дальше еще перед Новым годом я успел, пришла мне из Китая вот эта вот горелка. Вот пинцет, маленькая горелка, шланг, вот такая вот лейка и компрессор. Вот он компрессор. Теперь мне нужно еще изложницу приобрести и так далее, но еще какие-то ряд вещей, чтобы просто была полноценная мастерская. Вот эти вот пуансоны, по большому счету, мне не нужны. Куда их деть, я пока не знаю. Скорее всего, что я просто буду потихоньку продавать уже инструмент, который мне не нужен. Или с этих пуансонов буду переделывать отбойники для шапарда, вот отбивать колечки шапард. В общем, посмотрим. Неважно, я приобрел, это все есть. Итак, в деньгах это звучит следующим образом. 5000 рублей стоила горелка и 7000 рублей вот этот вот весь набор. Итак, у нас остается в деньгах 38 195 рублей и 230,72 грамма серебра. Что делать дальше? Куда двигаться дальше? Если развивать историю с ювелирной мастерской, нам в любом случае нужны документы. Какие нам документы будут нужны? Это первое, открыть либо ИП, или ООО и получить разрешение пробирной инспекции пробирного надзора, которая регулирует наши отношения как ювелиров с вами, как с людьми, которые у нас заказывают, ну то бишь ставят пробы. Мы изготавливаем изделия, отдаем пробирную инспекцию, они проверяют, соответствует ли изделие заявленной пробе, то есть если, например, это серебро 925 пробы или 585 пробы золота, там, ну, которое мы указываем. Если все окей, они ставят свою пробу, мы ставим свой именник, и все окей, погнали, дальше, дальше оно уходит в продажу. Чтобы развиваться дальше и уже делать много и так далее, вам в любом случае это необходимо. Открыть ИП очень просто. Как это сделать, я сейчас не могу вам сказать, потому что я это делал еще в прошлом году. Открывал ИП, ставил на учет пробирную инспекцию. Здесь нет сейчас ничего сложного. Вам не нужно какие-то связи специальные и так далее. ИП вы можете вообще через госуслуги открыть. А разрешение пробирной инспекции, вы посмотрите, в каком вы регионе находитесь. И ваш регион всегда прикреплен к какой-то пробирной инспекции. В Москве все проще. Я знаю, что есть, например, пробирная инспекция в городе Броннице, это Московская область, из Московской области возят туда ювелирные изделия. Я знаю, что в городе Орел есть пробирная инспекция, и ближайшие регионы возят туда свою продукцию для того, чтобы опробировать. Но дальше без этого вы не сможете двигаться. Конечно же, вы можете мне сейчас говорить о том, что вот там, серебро вы можете продавать и продолжать пытаться продавать вот так же без разрешения пробирной инспекции, без пробы, без и так далее. Я попробую вам показать какие-то, может быть, кадры сделаю, но так как это государственное учреждение, там очень много драгметаллов, там вообще снимать ничего не разрешается, там, в общем, свои там заморочки. Ну, если получится, может быть, что-то сниму и вставлю в кадр. Но без этого мы не сможем двигаться дальше. Итак, какое изделие делать дальше? Так как я сейчас не имею заказы в этот проект, золото я делать не могу, потому что мне несколько человек попросило сделать золото, я буду делать серебро. Я сейчас сделаю из того серебра, которое у меня есть. У меня это заготовки на самом-то деле. Там есть и в лисий хвост могу собрать, вот королевский лисий хвост, как я в последнем видео делал, браслет. Могу сделать такой же, там еще либо браслет, либо цепь, там уже заготовки есть. Но я хочу сделать шапард. Это мое самое любимое плетение. Я ношу цепочку шапард плетения, вот сам, да. Опять же, вот смотрите, какой можно замок сделать. Ничего не замороченного, просто колечко, палочка, как-то украсили и так далее. И я также хочу сделать плетение шапард. Ребята, кто захочет, пожалуйста, там можете приобрести эту цепочку и так далее. Кто будет желать что-то заказать в рамках этого проекта, опять же, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно прочитаю, обязательно вам отвечу. Наступили такие времена, когда ювелирка будет, не знаю, не самая востребованная. Я не думаю, что это будет самая там нужная профессия, да, которая там, может быть, сейчас это врачи больше и так далее. Но вы знаете, я задумался вот о чем. И хотел вам сказать и донести эту мысль. Знаете, я ничего больше делать не могу. Я пытался заниматься всем, чем угодно. Больше всего меня воодушевляет, мне дает силы, энергию, бодрость. Я лечу на работу. Это моя любимая работа, ювелирное дело. Я обожаю делать цепи. Я действительно обожаю их делать. Кто-то пишет, что ювелиры, которые делают цепи, это там недоювелиры и так далее. Все это чушь.
Те люди, которые работают с драгметаллами и драгкамнями, это и есть ювелиры. Это ювелиры, которые этого поколения ювелиры. Я считаю и глубоко убежден, что я буду лучше специалистом и очень круто делать цепи, чем я буду делать все по чуть-чуть, посредственно. Я буду чуть-чуть выпиливать, я буду чуть-чуть там гравировать, я буду чуть-чуть делать. Нет, ребята, сейчас идет разделение, и вы это через какое-то время поймете. Те, кто не знает, что делать, да, они не знают, кем они хотят стать. Может быть, они хотят сделать там какую-то другую свою карьеру в ювелирке, еще какую-то, ну там, какую-то свою, неважно там. Вы просто начните что-то делать. Просто я вам тоже подсказать не могу. Вы просто начните сделайте, попробуйте колечко, сделайте, попробуйте цепочку, какую-то, может, сережку, может быть, какая-то родится у вас идея. Их же сейчас миллионы. Вообще, вот тут нужна ваша фантазия. И только вот желание, только любовь к своему делу победит. И понимаете, если это ваше, если это профессия ваша любимая профессия, то пофиг, что будет твориться в округе. У вас в любом случае будут заказчики. Сейчас такое непростое время. А мне пишут люди: сделай мне цепочку из золота, из серебра, тяжелую, толстую, какой-то крестик и так далее. Люди всегда будут жениться, люди всегда будут креститься. Это не отнять у нас. И я уверен, что кризис-то закончится. А вот ваша профессия, ваши навыки, ваши умения, ваша любовь, которую вы показываете, демонстрируете через соцсети, останется у вас. И вам будут... Сейчас идет время доверия, да? Мне доверяют люди, я некоторых клиентов в глаза не видел. И поверьте, я делал такие им цепи, там, я не знаю, там по 500 000 рублей. Они мне просто отправляли деньги. Да, неважно, они отправили деньги на карту или на ИП, это вообще не имеет значения. Представляете, какой уровень доверия. А люди, которые приходят ко мне, говорят: мы видимся первый раз. Они смотрят на меня и говорят: чувак, блин, такое впечатление, что я тебя знаю всю свою жизнь. Там, спасибо тебе огромное. Очень много слов благодарности мне пишут за этот проект. И я его не закончу, я его не закрою. Я буду его вести до конца. И неважно, получится у меня или не получится заработать этот 1 000 000 рублей, я покажу многим, что если ты любишь свою профессию, неважно, чем ты занимаешься, у вас все всегда получится. Вы всегда будете на волне, вы всегда пройдете любые невзгоды. Просто есть такое слово «вера». Я искренне верю в то, что сейчас говорю. Я думаю, что это ощущается вот в моем голосе, в моем, не знаю, вот мне прям действительно очень, я действительно искренне люблю свою профессию. Ребят, ювелир с нуля 2.0, продолжение. В следующей серии ждите. Они вот будут в ближайшее время. С вами Маргун Ювелир. И будьте чуточку добрее. Спасибо. Пока.